Всем привет! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня хочу вам показать, как связать сумочку узором попкорн, или как еще называют шишечки. Вяжу я из шнура карамель, цвет курага. Такой шнур вы можете заказать со скидкой 5% по промокоду, который находится в описании под роликом. На прошлом уроке я показала, как связать деталь для нашей сумки. Это будет спинка. Вот здесь вот есть ролик, вы можете посмотреть. Там я показала и расчет петель, и как вязать этот узор. Я связала 4 ряда попкорна, и вот заканчиваю последний ряд обыкновенными столбиками без накида. То есть после того, как я связала последний ряд попкорна, я провязываю еще один ряд столбиками без накида. Я закончила, и наша спинка одна уже готова. Вяжу я крючком 5 миллиметров, но нам еще понадобится крючок 4 миллиметра. Вязание я сейчас закончу. Я отрежу шнур. И спрячу вот этот хвостик и вот этот вдоль ряда. Между петлями. Здесь и здесь. Вот я спрятала. Сейчас я обрежу. Можно немножко подпалить. Только аккуратно пальцы. Спрятать. И точно так же здесь. Все, хвостики спрятала. Наша деталь готова. И сейчас я буду вязать бортик. Чтобы вязать бортик, я возьму крючок 4 миллиметра. Вводим крючок за заднюю перемычку косички. И вот здесь еще одна маленькая перемычка. Вот. Берем шнур, вводим петлю и провязываем столбик без накида. И так продолжаем дальше. За заднюю перемычку еще за одну маленькую. Хвостик прячу сразу. И столбик без накида. И продолжаю дальше. Так я вяжу эту сторону. До конца. Ну вот, я уже одну сторону провязала. Сейчас перехожу на другую. У нас здесь край неровный, поэтому мы будем вязать вот за эти перемычки. Они по 2 идут. Вот начну с этих 2, потом вот эти 2.
Так, закончила еще один бок. Перехожу на третий. Здесь он опять у нас немножко другой. И в этом случае мы будем вязать вот за эти перемычки, чтобы у нас остался вот тут такой красивый край. Продолжаем. Я заканчиваю. Последняя перемычка. Так, первый ряд готов. Теперь я делаю петлю подъема. Сейчас будет проще. И в каждую петлю провязываем столбик без накида. Так вяжем второй ряд. И так обвязываем наши 3 стороны до конца. Ну вот, я закончила. Наш бортик готов. Сейчас мне нужно связать вторую часть. Вот сколько у меня осталось от одного моточка. Вот, но вторую часть я свяжу другим цветом. Цветом миндаль. И посмотрим, что у нас получится. Вот я связала вторую половинку, точно такую же, как и первую. И сейчас я буду соединять 2 детали. На одной половинке я вязание закончу, обрежу шнур. И спрячу его с обратной стороны. Сейчас буду соединять 2 половинки. Будем вязать соединительными столбиками за крайние перемычки косичек. Вот за эти. Сначала соединим первые петли. И продолжаем за крайние перемычки обвязывать соединительными петлями. Сейчас покажу, что у нас получается. Вот такое соединение. И так обвязываем до конца сумочки.
Заканчиваю соединять. Так, отрезаю шнур. И сейчас прячу с обратной стороны. Вдоль шва. Ну вот, детали соединили. Получился красивый шов. Сумочка довольно вместительная. Останется мне пришить кнопку и придумать ручку. Вы, конечно, можете обвязать сумочку, но мне очень нравится этот край, поэтому я обвязывать ее не буду. Из остатков шнура можно связать ремешок. Набираем воздушные петли одним цветом. Набираем нужную вам длину. Я связала 90 сантиметров. Беру шнур другого цвета. Ввожу его в следующую петлю. И ввязываю вместе с хвостиком. Сейчас я его обрежу. И вяжу один ряд столбиками без накида. И продолжаю дальше. Хвостики я потом подпалю. Все, и так продолжаю до конца. Старайтесь вязать не только вот за верхнюю перемычку, а сразу за две, чтобы у вас внизу не было отверстия. Потому что если вот так вязать, то она растянется. А если за две, то ремешок будет плотным. Все, я закончила. Вот такой получился ремешок. Очень легко вязать. Сейчас я отрежу и спрячу один шнур и второй шнур. Самый легкий вариант — это взять кольца-карабины, которые вот пристегиваются. Можно взять цепочку, прикрепить. Вот. Или взять ремешок и пристегнуть вместо цепочки. Если у вас нет цепочки, то, конечно, проще всего ремешок связать.
Вот сколько у меня осталось от 2 мотков, так что на сумочку расход очень маленький, я думаю, примерно где-то 150 метров. Думаю, для такого варианта сумочки самая лучшая застежка это будет пришивная магнитная кнопочка. Сейчас я ее пришью разными цветами, так как у меня две стенки разноцветные. Вот сумочка и готова. Надеюсь, вам урок понравился. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Спасибо за внимание. До свидания.